Путин проиграл. Армения дала жесткий отпор Москве. Выбор сделан. Известные результаты. Впервые за все время войны истребители НАТО открыли огонь на поражение. Кремль отправил к Зеленскому переговорщика. Удар по Москве новым оружием. Путин просит пощады. Миссия провалена. Тайный визит в столицу пошел не по плану. Срочное обращение к Киеву и Варшаве. Россиян экстренно эвакуируют. Движение полностью остановлено. Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 8 июня. Вечер понедельника с новостями Нехта – это правильный способ закрыть первый день рабочей недели. В студии Олесь Корниенко. Мы начинаем. Несмотря на беспрецедентное давление Москвы, Армения де-факто поддержала курс на сближение с ЕС. Партия Никола Пашиняна получила большинство на парламентских выборах. Трехглавая партия войны была разгромлена. Это важный, но не окончательный результат. Народ также ясно выразил свою волю, что военный триумвират и сопутствующая ему преступная олигархическая система должны быть искоренены из Республики Армения. По данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» набрала почти 50% голосов. На втором месте сильная Армения миллиардера Самвела Карапетяна с 23%. Блок экс-президента Роберта Кочаряна Армения получил почти 10%. Оба эти формирования называют пророссийскими. Это не побеждает европейская сказка. Просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает. Третья прокремлевская сила, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, не прошла в парламент. Она получила менее 4% голосов. Всего за 101 место боролись 18 партий блоков. Явка составила почти 59%. Несмотря на все угрозы и происки Москвы, несмотря на торговую войну, объявленную Еревану, большинство поддержало премьера. Кроме сближения с Евросоюзом, Пашинян обещает продолжить курс на мир и сотрудничество с Азербайджаном, а также восстановление отношений с Турцией. Вместо сезона отпусков очень горячий сезон. К коллапсу автотранспорта добавился железнодорожный. В Крыму остановили движение всех пассажирских составов. По утверждению оккупационных властей, это произошло после ночного удара беспилотника по пассажирскому поезду, следовавшему из Москвы в Симферополь. Мониторинговый канал «Супернова Плюс» утверждает, что поезд перевозил не гражданских, а военных. Атакован поезд с наемниками. Москва-Симферополь. То, что эта версия ближе к истине, подталкивает и факт абсолютного отсутствия фото и видео с места событий. После этого были остановлены как минимум 6 поездов, следующих в Москву, Петербург, Мурманск и обратно. Еще 5 составов застряли по дороге в Крым. Задержки достигали 7 часов. Объявлена эвакуация пассажиров всех поездов на территории полуострова. Их развозили автобусами. Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. 4 июня беспилотник атаковал пригородный поезд в районе Керчи. Тогда пришлось остановить движение всех пригородных поездов на полуострове. А несколькими днями ранее под удар попал рейсовый автобус Москва-Симферополь. Ближний Восток снова взорвался. Израиль нанес удары по территории Ирана. По данным Цахал, под удар попали военные объекты в западной и центральной частях Ирана. Взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Сфахане. Израильские власти заявили, что целью стали пусковые установки ракет класса «Земля-Земля» и военная инфраструктура, не связанная с энергетическим сектором. В Израиле подчеркивают, что операция стала ответом на запуск иранских баллистических ракет воскресным вечером. Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, снова выбрав террор. Тогда Иран атаковал Израиль после серии ударов по связанным с Хизбаллой объектам в Ливане. Смерть Америке! Добейте эту языческую собаку! Ну, вот такое перемирие.
Нефтяная война выходит на новый уровень. Украинские беспилотники нанесли массированный удар сразу по нескольким ключевым объектам российской инфраструктуры. Главной целью стал перевалочный комплекс ШЭС-Харис под Новороссийском. Это крупнейший нефтяной терминал на юге России и конечная точка магистральных нефтепроводов Транснефти. После атаки на территории резервуарного парка вспыхнул пожар. Одновременно удар пришелся по нефтеперевалочной станции Красный Яр в Волгоградской области, через которую ежегодно проходят десятки миллионов тонн нефти для отправки в Новороссийск. Российская Минобороны заявила, что за ночь были перехвачены и уничтожены более 300 украинских беспилотников. Дроны фиксировали сразу в нескольких регионах страны-агрессора, а также над Крымом и акваториями Черного и Азовских морей. Масштаб атаки стал одним из крупнейших за последнее время. И Украина обещает удары возмездия только наращивать. Об этом заявил сам Владимир Зеленский. Наш ответ территории Московской области заключается в том, что мы не будем просто молча умирать. Мы будем сопротивляться. И с каждым днем мы будем становиться все сильнее и сильнее. В интервью Sky News президент рассказал, что вскоре Киев может задействовать новые виды вооружений, включая собственные баллистические ракеты. У нас еще нет баллистических ракет, однако мы уже на пути. Мы очень близко. При этом президент по-прежнему заявляет о готовности к переговорам. Зеленский подчеркнул, что готов немедленно заморозить войну по нынешней линии фронта, если это откроет путь к дипломатическому урегулированию. Но пока переговоров нет, предупреждает президент, Россия будет получать все более жесткий ответ. У них, наконец, получилось. НАТО впервые смогло сбить дрон в латвийском небе. Перехват выполнили французские истребители, которые несут дежурство в рамках миссии Альянса по охране воздушного пространства Балтии. Похоже, и в этот раз беспилотник был украинским. Местные военные напрямую этого не утверждают, но заявили, что это зарубежный БПЛА, который оказался над территорией страны из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Для Латвии это уже далеко не первый подобный случай. С начала мая это как минимум 5-й инцидент с беспилотниками. В результате даже распалась правительственная коалиция. По подсчетам СМИ, только с начала этого года в странах Балтии зафиксировали не менее 15 случаев появления беспилотников. И до сегодняшнего дня только один из них удалось сбить румынским пилотам в небе над Эстонией. Тем временем кремлевский дзюдоист, похоже, уже почувствовал боль и уже стучит рукой по татами. СМИ выяснили новые подробности встречи Владимира Зеленского с российским миллиардером Романом Абрамовичем в Киеве. По данным Суспильного, инициатором контакта была именно российская сторона. Источник во властных кругах утверждает, что через Абрамовича Москва пыталась узнать, на каких условиях Украина готова закончить войну. Пока не вижу смысла. То есть вот этот великий геополитик, который публично кривит губы, говоря о переговорах с Киевом, на самом деле послал Абрамовича в Киев просить Зеленского о пощаде? Я правильно понял? А пока Россия продолжила удары по стратегическим объектам в Украине. Центром принятия решения сегодня агрессоры признали автобусную остановку в Одессе. Дрон прилетел в тот момент, когда люди ждали транспорт. Ранения получили 2 женщины и им водитель маршрутки. Повреждены остановка, общественный транспорт и диспетчерский пункт. В Конотопе дрон попал в жилую многоэтажку. Часть города осталась без света. Пострадали как минимум 3 человека. В Харькове фиксировали не менее 6 попаданий беспилотников, а в Днепре после удара вспыхнул пожар и была повреждена транспортная инфраструктура. Миссия провалена? Во всяком случае, пока. Кое-что не получается и у легендарного бывшего начальника разведки. Польская пресса пишет о кулисах визита Кирилла Буданова в Варшаву. Похоже, главной целью главы офиса президента было попытаться потушить пожар, вспыхнувший после решения Зеленского присвоить одной из частей сил специальных операций почетного наименования «Честь героев УПА». Как пишет виртуально Польска, польские власти встретили украинскую делегацию прохладно. Министр обороны
обороны Владислав Косиняк-Камыш публично раскритиковал решение Киева, а глава МИД Радослав Сикорский, как пишут журналисты, не стал менять свой график ради встречи с украинскими представителями. В Варшаве подчеркивают, что вопрос волынской трагедии остается принципиальным. Видимо, встречи результата не дали, так как сегодня с призывом все уладить к президентам двух стран обратился польский премьер. Дональд Туск призвал Навродского и Зеленского к прямому и честному разговору. Прежде чем эмоции разрушат нашу солидарность, которая зародилась перед лицом российской угрозы, сотрудничество отвечает интересам обоих наших государств и народов, а конфликт – интересам Москвы. Это, вероятно, очевидно для всех нас. Ранее президент Польши заявил о желании лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Франция готовит переброску войск, и это уже вызвало скандал. По данным Политика, Париж и Никосия подписывают соглашение, которое позволит размещать французских военных на территории Республики Кипр. На фоне конфликтов на Ближнем Востоке и растущей военной активности в Восточном Средиземноморье остров все чаще становится не только курортом, но и важной стратегической площадкой для европейских стран. Но в северной части Кипра восприняли новость совсем иначе. Власти местной непризнанной Турецкой республики заявили, что появление французских войск нарушит баланс сил и усилит напряженность в регионе. Интервью пошло не по сценарию. Дональд Трамп устроил очередной скандал. Во время разговора с ведущей NBC News Кристин Уэлкер президент США вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Когда журналистка попросила привести доказательства, Трамп ответил кратко: «Мне достаточно просто посмотреть». После этого спор быстро перешел на личности. Трамп обвинил журналистку и крупнейшие американские телеканалы во лжи. Ваши выборы нечестные, вы мошенница. Ваша программа Meet the Press нечестная, как и ABC, CBS и CNN. Когда ведущая попыталась продолжить беседу, президент сказал, что с него достаточно, снял микрофон и покинул студию. Давайте закончим, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогуша. Приятного времяпрепровождения. Оказывается, давать интервью неподконтрольным СМИ не так уж просто. Стоит ли теперь ждать новых атак на независимую прессу США? Как думаете? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.